Приветствую, дорогие зрители, с вами Сеня, и сегодня поговорим о выступлении команды Нави на мажоре. Нет, не на мажоре, друзья, на мажоре они уже отыграли. И отыграли, казалось бы, хорошо, с другой стороны, не очень. Напоминаю, вышли из группы и все, проиграли чемпионам. Теперь был новый турнир DreamHack Лас-Вегас, вроде как парни тренировались, но все равно проиграли. Причем отличительной чертой DreamHack стало то, что тренер мог говорить за спиной постоянно, регулярно. То есть тренер мог выполнять функцию координатора. Но почему-то команда Na'Vi не воспользовалась этой опцией, и координатором координировать все равно продолжал Денис Сист Костин. Он является, напоминаю, капитаном Na'Vi. Ну и исходя из того, что команда не выиграла, соответственно, капитан плохо координировал, состав плохо выполнял координацию, да, выполнял свои действия. То есть тут опять же такая вот связь присутствует. Ну и проиграли. Опять же, ну, проигрывать на самом деле окей, можно, нужно, но, наверное, не так много, да. Напоминаю, что за последние полгода команда выиграла один чемпионат, а дальше не добиралась до пьедестала заветного. Не идет почему-то у ребят игра, и все было ничего. То есть, в принципе, можно говорить, что парни все равно натренируются, парни соберутся, у Дениса со временем все получится, но оказывается, парни поссорились. Поссорились, об этом сказал Guardian непосредственно на чемпионате после игры с Mouse Sports. Поссорились они при счете 12-8. И причина этой ссоры, я так думаю, было некое недопонимание между игроками. Какими игроками, увы, не знаю. Может быть Эдвард, может быть Guardian, может быть Seized, Simple или Flame. Тут трудно сказать, конечно же. Наверняка парни знают, да, из-за чего, как, что да как. Но тут вопрос вот в чем. Вопрос в том, что а почему вы ссоритесь? Опять же, вы же профессиональные профессионалы, да? Какая-то там первая стадия турнира, 12-8. Вы ведете у команды Mouse Sports. Ну, вы же Нави все-таки, да, рожденные побеждать. Там, в принципе, уже больше двадцатки, да, лет каждому. То есть Ване вообще 29 там или 8, Словаку 25, Сизду 20, по-моему, 3, да, Флейме 20, по-моему, и Симплу 19-18. Ну, при этом опыт, опять же, уже колоссальный на чемпионатах. Менеджер есть, ведется работа постоянная, регулярная. Но почему-то поссорились. В итоге из-за этого плохо выступали, да, то есть это все в любом случае негативно повлияло. Да, потом наверняка нашли общий язык, поговорили, но почему на чемпионатах надо ссориться? Почему каждый человек не может забыть про какие-то свои обиды, про недопонимание, условно отбить пятюни, да, и играть и побеждать? Опять же, насчет Дениса координатора. Вот хоть убейте, не понимаю, что Денис координировал состав, потому что он тренируется, и этот чемпионат можно использовать как большую тренировку хорошую перед другими более важными турнирами. Но извините меня, вы не выигрывали уже полгода чемпионата. Вы на DreamHack'е с призовым фондом $400 тысяч. Вы на чемпионате, который смотрит огромное количество людей, просто невероятное, да, там, например, матч Гамбит против Норс я комментировал, и нас смотрело в пике 62 тысячи людей, да, то есть русскоязычная аудитория. Это очень престижный чемпионат, огромное, ну, внимание, но мы как бы будем воспользоваться этим чемпионатом как тренировку. Странное решение. Мне кажется, что абсолютно нормально Старикс бы взял бразды правления, откоординировал. Команда бы, возможно, победила или заняла там топ-2. При этом была бы хорошая мотивация. Ребята бы увидели, что они могут. Мне кажется, вот в первую очередь этому составу уже не хватает очень такого хорошего чувства. Мы можем. Мы можем. То есть они, понимаете, вот играли мажор, к примеру. Почему я о мажоре, да, заговорил в начале. Играли мажор.
При этом был серьезный спад до Нового года. Но все-таки мажор, потренировались, там на тренировках всех обыгрывали, все было классно, кучу тактик. И выиграли 3 игры, да, на чемпе. И вот тут появилось, мы можем. Мы реально можем, мы раздаем, мы вообще крутые пацаны. И тут с Астралис не хватает. Какой-то там опять перелом, какие-то ошибки, какие-то фейлы, легкий мандраж. И вот мы можем, и Астралис забирают, да. Но в итоге Астралис становятся чемпионами. Поэтому, ну, как ни крути, возможно, так звезды встали в тот момент, что именно Астралис должны были стать чемпионами чемпионата. И, может быть, если бы Нави их обыграли, они бы дошли дальше, и, возможно, они боролись бы за титул. И опять же, вот это вот мы можем, у них забирают. И после такого очень тяжело снова набрать вот эту форму, все вот это. И, соответственно, то почему не сделать Старикса координатором на этот хотя бы один чемпионат? Денис отдохнет. Денис, опять же, который играет очень плохо в плане статистики, да, в плане индивидуальных убийств, выдохнет. Нельзя сказать, что расслабится, да, но в плане капитанства расслабится. То есть он будет играть, он будет получать удовольствие, просто давать инфу, помогать чем-то другому, там подбадривать состав, как это он когда-то делал. И возможно, все было бы по-другому. Вы бы выиграли чемпионат, и ну все, вы тогда бы поняли. Да, Старикс будет, ну вы бы знали, блин, Старикс координировал. Но, мне кажется, внутреннее чувство победителя, оно бы, возможно, появилось. Хотя бы вот отдаленно, да. И на следующих чемпионатах все равно было бы все немножко лучше. Но почему-то как-то вот так. Опять же, Инферно не подготовили почему-то к этому турниру. Играли якобы Инферно, но никогда его не пикали, не рисковали. Ну, с другой стороны, потом бы я говорил, риск, да, слишком сильный. Поэтому, может быть, оно и к лучшему, на самом деле, что Инферно не было. Но, честно, тяжело. Без Инферно будет, если... Ну, в любом случае нужно будет играть Инферно, потому что, конечно, не играют. Инферно нужно будет. Инферно, наверное, подготовят хорошо к следующим чемпионатам, и тогда оно появится. Но... Ничего, скажем так, от Нави мы не увидели. Да, была борьба с СК, очень круто сыграли, там получили массу эмоций, были близки к победе, но Трейн, как бы, да, против СК в Мапуле, и кто-то скажет, что Трейн у СК просто очень крутой, непобедимый, но, например, Virtus.pro научились играть Трейн круто, да, поэтому навязали игру на Мираже, но на Трейне не навязали, а начинать серию с поражения как минимум на одной карте, да, при этом зная, что ты проиграешь вторую, тяжело. Ну, как-то так, друзья. Вывод такой, я бы, да, подсуммировал. Это, Старикс координатором должен был быть, б, Старикс координатором должен был быть. Ну, это уже другая история на самом деле. То есть тренироваться. Как всегда, тренироваться. До новых встреч. С вами был Арсений, Сеня Треноженко. И вот что. Не ссориться. Ссориться, конечно, на турнире это просто... Это жесть. Это жесть. Даже это намного больше жесть, нежели Старикс координатор. То есть ссориться на чемпионате это нонсенс. Это просто неуважение к себе в первую очередь, к друг другу, да, ну и, естественно, к болельщикам. Это недопустимо. Это нужно всегда себя держать в руках. Быть сконцентрированным и не давать своей темной половине, темной стороне выходить наружу. До новых встреч. Пока-пока.